Тихоньку доделываю дом и снаружи, и внутри, и один из элементов, которого сильно не хватало, это крыльцо. А так как у меня два выхода из дома, то необходимо было и крыльцо, и терраса. Без них неудобно входить и выходить из дома. В качестве временного решения выручал обычный палет, но пока я не успел попасть под действие поговорки, что нет ничего более постоянного, чем временное, надо было быстрее наводить красоту. Рассматривал разные варианты изготовления террасы и крыльца и изначально склонялся к деревянному каркасу. В целях экономии надеялся его собрать из того пиломатериала, который у меня валялся без дела. Но примерка показала, что без покупки пиломатериала все равно не обойтись, плюс выставить каркас ровно в плоскость будет то еще задачей. Существует очень удобное решение в виде специальных регулируемых опор, но по расчету сметы стало понятно, что добавив еще немного, проще будет сразу залить бетонную плиту, которая в отличие от деревянного каркаса не сгниет и прослужит примерно всегда. Верхнее декоративное покрытие также выбирал в первую очередь, исходя из заявленного производителем срока службы не менее 25 лет. О нем расскажу подробно чуть дальше, а пока нужно было подготовить все для заливки бетона. Остатков пиломатериала как раз должно было хватить на изготовление опалубки. Использовал доски 100 и 150 на 25, произведя дополнительные расчеты, принял решение лить именно плиту, а не ленту. На таком объеме разница в деньгах не сильно большая, при этом с плитой гораздо приятнее вести работы на каждом этапе от опалубки до самой заливки. К тому же усложняло дело залитая отмостка и столбчатый фундамент под стойки козырька на террасе и крыльце. Если бы сразу знал, что в итоге приду к плите для террасы, то лил бы ее еще на этапе вместе с отмосткой, и так было бы гораздо рациональнее, потому что в моем недоделанном виде получилось так, что для террасы ни свай не вкрутить, ни каркас нормально не собрать. Но что не делается, все к лучшему, пусть извилистым путем, я все же пришел к лучшему решению. С учетом положения столбиков и дождеприемников на террасе и крыльце обозначил контур будущей заливки. Чтобы точно все прошло хорошо и не ошибиться с размерами, прикладывал отделочный материал и вымерял размер каркаса по нему с учетом запаса и отступов. Получилось ли у меня не ошибиться? Нет. Но это были проблемы будущего меня, пока стояла задача со стороны земли вбить колышки примерно через метр и зафиксировать к ним доски. Со стороны дома у цоколя также ставил доски, которые скручивал вместе. Для плиты они не особо там нужны, но так можно было бы лучше зафиксировать крайние доски с торцов, плюс по опыту прошлых заливок оценил, насколько удобно, когда опалубка выставлена в уровень, и можно разглаживать бетон, проводя провилом по верхнему краю опалубки как по направляющей. Так как Илья из еще более далекого прошлого накосячил с размерами столбиков, то на крыльце пришлось применять художественную самодеятельность. С боков сотой доски было много, и чтобы ее не пилить и не ехать в магазин за бруском, решил попробовать поставить в качестве опалубки остатки профиля от гипсокартона. А у цоколя в качестве направляющей для разглаживания бетона выставлял по лазерному уровню и прикручивал к цоколю перфорированный штукатурный уголок. Один он был слишком жидкий, а два уголка вместе выглядели надежно. И чтобы опалубку точно не выперло, добавил еще колышков с распорками. Важно уточнить, что перед всей этой работой желательно снимать плодородку, стелить геотекстиль и делать песчаную подушку. Все это у меня было проделано на этапе котлована для возведения коробки, плюс была выполнена утепленная отмостка вокруг дома на 1,20 м. И при работах по устройству водосточной системы я еще в большей степени продолжил контур утепления. Поэтому в моем случае была лишь совсем небольшая часть плодородки с одного конца террасы, которой можно было пренебречь, и из-за большого контура утепления ни будущей террасе, ни крыльцу не страшно морозное получение грунта. И еще один важный момент
элемент — это тепловая отсечка между основным фундаментом дома и фундаментом крыльца и террасы. У меня эту роль выполнило утепление цоколя. Опалубка была готова, можно приступить к армокаркасу. Для армокаркаса я купил арматуру диаметром 10 мм и планировал связать сетку с ячейкой 200 на 200. Нагрузка на конечное изделие будет минимальной, но совсем кроить не хотелось. Не тот объем, и не забываем, что краилово ведет к попадалову. С другой стороны, опыт фундамента моего дома показал, что двухконтурное армирование тут точно будет лишним, поэтому остановился на такой же арматурной сетке, которая выполнена у меня в полу у дома. Большой болгаркой пилил сразу пачку арматуры и ориентировочно раскладывал по местам. От прошлых работ у меня еще осталась самая обычная вязальная проволока толщиной 1 мм и самый простой крючок, которым я вязал арматурный каркас и ловил вьетнамские флешбеки со времен фундамента. Один смотровой колодец от дренажа попал в периметр террасы. Чтобы сохранить к нему теоретический доступ, его надо было хотя бы не забетонировать. Для этого выпилил часть сетки, и в старом домике удачно завалялась какая-то небольшая бочка подходящего размера. Располовинил ее болгаркой и прикрыл ей сверху колодец. Арматуру заказывал впритык без запаса, поэтому были пару мест с нахлестом 2 стержней. Не забывал про правило 40 диаметров и в моем случае совмещал 2 стержня не менее чем на 40 см. У краев сетки вязал каждое перекрестие, в середине вязал через одну в шахматном порядке. В наших деревенских магазинах не удалось купить иглопробивной геотекстиль, поэтому он появился только сейчас. Логично его было бы использовать до армокаркаса, но такая вот она реальная жизнь. Покупал специально небольшой рулон, а маленький кусок, от которого отрезал еще меньшие полоски. Так точно не прорастет трава куда не следует, и заодно получилось закрыть щели в опалубке между досками, бетоном и землей, чтобы при бетонировании не вытекало цементное молочко. Арматуру располагал около 5 см от краев опалубки и специальными фиксаторами арматуры приподнимал ее от земли на 4 см. Очень важно создать защитный слой бетона достаточной толщины для защиты арматуры от коррозии, но в первую очередь для обеспечения правильной работы самой железобетонной конструкции в целом. Реально одна из самых частых ошибок, когда сетку просто бросают на пол как попало и не понимают, что в таком случае ее можно было бы вообще не класть с тем же успехом. Приподнять сетку можно чем угодно, но фиксаторами удобно работать, и можно потом без проблем ходить по сетке при заливке, не боясь ее куда-то сдвинуть. И на всякий пожарный, чтобы точно все прошло хорошо на заливке, из 150-х досок по краям и доски 50 на 200 сделал лоток. Внутри степлером прибил к нему гидроизоляцию, чтобы бетон лучше стекал. Чтобы не только сетка, а геотекстиль никуда не убежал при заливке, чуть присыпал его с краев щебнем. За период строительства дома я успел и вручную лопатой в ведре бетон помесить, и перфоратором с венчиком. Использовал более тяжелую механизацию в виде бетономешалки, заценил бетон из миксера, который мы растаскивали ведрами. А самый лучший способ заливки бетона — это, конечно, бетононасос. Удовольствие не из дешевых, я тогда отдал за него 20 тысяч, но залитый 10-кубовый фундамент за 30 минут, и это с разглаживанием, оно того стоило. И при повторном строительстве я бы подгадал все технологические процессы так, чтобы можно было, по крайней мере, наибольший объем бетона сделать сразу за одну заливку, и обязательно бы убрал бетононасос. В этот раз бетононасос уже был ни к чему. Был план банан, просто вылить бетон из миксера сразу в опалубку для террасы, а на крыльце небольшой объем, который нетрудно натаскать ведрами. Заказывал 3,5 куба бетона B20 и просил еще с миксером дополнительную трубу для подачи бетона. У самого миксера есть лоток, с которого можно налить примерно на 2 метра, но мне надо было подать бетон на 6 метров. И чтобы не заманаться с растаскиванием бетона лопатой, пригодилась бы дополнительная труба. Трубу обещали 3 метра, поэтому я подготовил еще дополнительный лоток на всякий случай, но оказалось, что труба не 3 метра, а 6, поэтому мой лоток даже не понадобился. Залить можно было бы и просто с лотка миксера при условии, что по участку можно было бы ездить, а ездить было нельзя. Миксер и так чудом не провалился, когда съехал с заезда. Плюс еще один нюанс, что при заливке с лотка весь дом, все стены и все окна, все было бы в бетоне. Какой хороший цемент.
Не отмывается совсем. А задача была сделать все максимально аккуратно и ничего лишнего не запачкать. Труба в этом плане зарешала максимально. Она проволокой привязывается к лотку миксера и по ней потихоньку подается смесь в самую дальнюю точку. Около трубы надо помочь бетону лопатой, а дальше миксер проезжает чуть вперед, подает смесь еще раз и так легко заливается вся конструкция. Затем правилом, используя выставленную в уровень опалубку как направляющие, можно быстро разгладить поверхность. При заливке фундамента мы использовали специальный вибратор. Для того, чтобы провибрировать смесь, можно в принципе использовать обычную арматурку и потыкать в нее, как, например, я делал при заливке армопояса. На крыльцо носили бетон ведрами, брали смесь после последней перестановки трубы из опалубки террасы и переносили на крыльцо. Странная опалубка крыльца оказалась в достаточной степени прочной, ничего нигде не выперло и направляйка из штукатурных уголков вполне справилась. По ней тоже нормально разгладился бетон. В отличие от досок, она не сгниет и при дальнейших работах возьму это на заметку. Бетон всегда лучше брать с запасом, потому что пусть он лучше останется, чем его не хватит, и потом получится холодный шов, да еще и доставка одного миксера влетит в копеечку. Но с запасом что-то я перестарался, осталось больше куба бетона, и куда его деть? Тут надо отмотать чуть-чуть назад. Еще в начале сезона, когда в дом переезжала жена, я понял, что очень неудобно ставить две машины друг за другом, поэтому нужно расширить заезд на участок. Не хватило мне ума в начале стройки, да и не думал, что в ближайшее время будет семья, да еще и две машины. Поздно до меня дошел момент с машинами, поэтому в торопях получилось странно. Цепной пилой выпиливал все, что мешало, особенно мешала береза, которая в грозу так и норовила свалиться на машину. Мне аж дверь страшно открывать, потому что там вообще просто охренеть. Сейчас, походу, береза на форт бахнет. И от нее в любом случае надо было избавиться. Подпилил все выступающие части, чтобы еще нарастить трубу для дренажной канавы, и заказывал пару кубов щебня. У меня был план, что угол, при котором щебень держится и не хочет свалиться вниз, довольно большой, поэтому прокатит просто насыпать щебня, а дальше разберемся, но не прокатило. К тому же еще и щебень высыпали чуть далековато, засыпав трубу в канаве, которую пришлось откапывать вручную. Второй раз заранее бы соорудил подпорную стенку и потом бы уже высыпал туда щебень. Мне же пришлось делать наоборот. Не придумал ничего умнее подпорной стены из досок. Цепная пила помогла быстро соорудить колья, которые можно было бы вбить в землю, а чтобы они прослужили хоть сколько-нибудь подольше, концы пропитывал отработкой, то есть машинным маслом, которое сливал при последней замене. Проверенный способ на моей практике, реально хорошо защищает дерево от атмосферных воздействий. Вбивал колья в землю и раскопал щебень докуда смог. Дальше уже было слишком трудоемко. В итоге удалось засунуть поперек 3 доски, вбил к ним еще дополнительных кольев и уже по месту прошелся по поверхностям отработкой. Присыпал все это сверху щебнем, за счет досок он уже держался на поверхности и не хотел осыпаться вниз, даже под весом машины. Так получилось место, где можно было бы использовать остатки бетона. На самом деле не планировал заливать заезд бетоном, как-то оно само собой так получилось. В идеальном мире, конечно, надо предусматривать это заранее и хотя бы выставлять опалубку, чтобы получились ровные края для хоть какой-то эстетики. И при повторном строительстве до заезда вообще бы не использовал бетон, а планировал бы укладку плитки. Пока что передо мной стояли другие задачи, а заезд с задачей удобно парковать две машины полностью справится. Успех неизбежен, и даже заезд однажды станет красивым. Весь бетон был залит за 1,5 часа. Огромная благодарность вам, друзья, за помощь, и ваши отпечатки навеки останутся теперь уже под террасой. Еще один важный нюанс, о котором чуть не забыл: опалубка выставлялась по уровню, но не в горизонт, а так, чтобы обеспечить слив воды. То есть край новоиспеченного фундамента у дома был примерно на сантиметр выше дальнего края. К моему удивлению, пока я мылся и обедал после заливки, бетон за 2 часа успел уже пойти трещинами. Это усадочные трещины из-за слишком быстрой потери влаги. В тот день было очень жарко, и на эту сторону дома как раз светило солнце. Поэтому в жаркую погоду сразу же, как только бетон сверху схватился, его желательно пролить водой и укрыть пленкой. Крыльцо у меня находится на теневой стороне дома, и там не было никаких трещин. Крыльцо я не накрывал пленкой, просто в течение следующей недели утром и вечером поливал его водой. Проливал обильной водой и забетонированный заезд. А фундамент террасы держал под пленкой и все равно еще на всякий случай поливал сверху. Нормативный срок набора бетоном 100% марочной прочности — это 28 суток. Но даже кладку стен дома можно начинать вести гораздо раньше, ведь мы не нагружаем фундамент моментально на 100%. Тем более на террасе вообще практически нет нагрузки. Но неделю все-таки решил подождать, прежде чем снять опалубку и приступить к дальнейшей работе. Send me in prayer and I'll spend my
После снятия опалубки оценил масштаб трещин, в целом ничего трагичного, буквально в паре мест и видно на торце, что это не насквозь. На фундаменте для дома я бы, конечно, расстроился, и на фундаменте тогда заливка была в вечер уже без солнца, я тогда вовремя успел все пролить водой и укрыть пленкой, и для дома фундамент получился без единой трещинки. Даже несмотря на то, что материал террасной доски не боится атмосферных воздействий, укладывать его сразу на бетон нельзя, да и с чисто с технической точки зрения это будет неудобно. Для правильного и удобного монтажа к бетону сначала было необходимо прикрепить лаги. Лаги можно было бы использовать и деревянные, и металлические, но опять же за удобство лаги были из того же материала, что и террасная доска, из минерально-полимерного композита, в основе которого используется каменная мука. Так что материал, как несложно догадаться, действительно должен быть стойкий и долговечный, и при этом же с ним удобно работать. Это отечественное производство с завода Роскомпозит. Заводская лага идет профилированная, что помогает при дальнейшем монтаже, а сама она крепится к бетону перфолентой. Зачем именно так, расскажу чуть дальше. Перфоратором с буром шестеркой делал отверстия рядом с лагой, забивал в них нейлоновые дюбели, брал перфоленту и вкручивал обычный 45-й саморез, так чтобы он натянул ленту и прижал лагу. Ножницами обкусывал ленту и переходил к следующей точке крепежа, которых было 2 на коротких частях и 3 на длинных. При необходимости укоротить лагу это было легко сделать при помощи торцовки с обычным диском по дереву. Расстояние между лагами делал предельно допустимое производителем в 340 мм. Также лагу надо не прижимать вплотную к стене, а оставлять несколько миллиметров зазора. Были локальные места, где бетон сильно выступал, мешая поставить лаги в одной плоскости. Эти места убирал болгаркой с алмазным диском. Были и обратные ситуации, когда лага слегка проваливалась вниз. В таком случае вырезал из гидроизоляции полоску и подкладывал под лагу. На террасе помимо непосредственно доски предполагались еще специальные элементы в виде ступеней. В местах, где они будут находиться поперек доски, было необходимо закрепить короткие части лаг. Вымерял таким образом, чтобы край террасной доски не свисал с лаги больше, чем на 5 см, а ступень хорошо вставала с учетом зазоров 4 мм с одной стороны, а с другой хватало места, чтобы прикрутить небольшой металлический уголок для крепления ступени к лаге. Также еще необходимо учесть 1 см для установки подступенка. Соединение ступени предполагалось запилом под 45 градусов, поэтому добавлял на углы дополнительно обрезки лаг, чтобы край ступени не висел в воздухе. Изначально неправильная геометрия из-за столбиков и ограничения заказанного объема материала не позволили мне сделать правильный этот узел для крепления подступенка. В идеале на торец бетона также должна была крепиться лага, чтобы к ней впоследствии прикрутить подступенок. Я собирался выйти из этой ситуации чуть по-другому. А пока, чтобы в будущем сквозь зазоры не проглядывался белый цоколь, частью террасы и крыльца покрасил все в тот же цвет RAL 7024. Использовал ту же краску, которой красил лобовые доски. По цоколю будет отдельное видео, буду его еще доделывать. Пока что остановился на этом, чтобы приступить к самой приятной части и продолжить монтаж террасной доски. Прикладывал на торцы ступеньки в качестве ограничителей, и между них с учетом зазоров 4 мм с каждой стороны размещал длинные доски. Крепятся террасные доски из МПК клипсами, или как их еще называют, кляймерами. Сначала стартовыми, потом рядовыми. С учетом зазора прикрутил стартовые кляймеры для первой доски, прикручивал саморезами 3,9 на 19 с буром. Вставлял доску в кляймеры, иногда это происходит легко просто рукой, иногда помогал кияночкой, и ей же и точно позиционировал доски относительно ступеней. Кляймеры необходимо установить в каждую лагу. Я пробовал делать через одну в шахматном порядке, но нет, крепить надо в каждую. Сложность террас в том, что под открытым небом у нас
постоянно меняется температурно-влажностный режим, и из-за этого меняются геометрические размеры материала. Преимуществом террасной доски из МПК является околонулевое водопоглощение, и в отличие от пиломатериала МПК не боится воды. При этом же температурное расширение присутствует. Я замерял 6-метровую доску в плюс 10 градусов ночью и в плюс 25 на солнце. Разница в линейном размере была в 4 мм. И чтобы терраса служила верой и правдой долгие годы, очень важно при любом материале террасы соблюдать необходимые зазоры. Отсюда же и крепление лаги перфолентой и крепление досок клеймерами, чтобы у них была степень свободы для расширения и сужения. В случае, если их крепить жестко напрямую саморезами, есть вероятность, что сломает крепеж и потом будут вот такие картины с выпертыми досками, вне зависимости от того, полимерный это материал или естественная доска. Еще немного про сам материал досок. Минерально-полимерный композит, он же МПК, его надо не путать с ДПК, то есть древесно-полимерным композитом, в основе которого древесная мука. У МПК в основе каменная мука, поэтому МПК во всех физико-механических свойствах превосходит ДПК. При этом они сопоставимы по цене, за что надо сказать спасибо заводу Роскомпозит. Долго я размышлял на тему выбора материала для террасы и крыльца, арендовал различное жилье и смотрел, какие материалы применялись там и как повели себя с течением времени. Также в городе, где я живу, город Новая Ладога, было выполнено благоустройство территории. Там было применено какое-то дешевое ДПК, и ДПК рознь от производителя, но там было какое-то прям совсем ужас, кошмар. Оно за полгода просто уничтожилось, аннигилировало. Там все было настолько плохо, что там как будто Танос пальцами щелкнул. Уничтожил. Не свел до атомов. Сейчас я нахожусь в соседнем городе, город Сестрой, где было также выполнено благоустройство набережной. Здесь было применено сразу два материала, и лиственница, и ДПК. И ДПК здесь то ли как-то оно более качественное, ему плохо, но не настолько плохо, как там. И за пару лет вот это благоустройство, которое здесь есть, причем это деревня, несмотря на общественное пространство, здесь очень мало ходит людей, и какое-то разрушительное воздействие на материал оказывается не в значительной степени. Внешний вид самой доски в принципе приемлемый, но она вся полопавшись, потрескавшись, здесь есть какие-то дырки, она вся какими-то буграми, волнами, то есть чувствует она себя очень плохо, и применять это у себя дома не хочется. ДПК не болей. Лиственница за пару лет не повреждена, чисто с технической точки зрения она вполне нормальная, но внешний вид ее он оставляет также желать лучшего, и на самом деле с учетом стоимости террасной доски из лиственницы, с таким же успехом можно было бы просто купить обычную строганную доску, и в итоге выглядела бы она также, только в несколько раз дешевле. Недавно читал книжку «Клиенты на всю жизнь» называется, и там автобиографичное повествование от лица бизнесмена. У них была задача сделать внутреннюю отделку у себя в офисе, они сидели, ломали, как из чего сделать, какие материалы применить, и подумали, что зачем изобретать велосипед, пойдем просто в Макдональдс, посмотрим, из каких материалов сделано у них. Смысл в том, что в коммерческих помещениях, чтобы у тебя точка не простаивала, а все время приносила деньги, нельзя ее закрывать каждый год на ремонт. Поэтому в таких местах, как Макдональдс, с повышенной проходимостью, где огромное число людей ходит каждый день, где нужны максимально вандалоустойчивые материалы, применяются очень качественные покрытия, которые служат много-много лет. И вот этот принцип можно перенести в частное домостроение, потому что то, что прослужит в коммерции, абсолютно точно будет служить очень долго в частном доме. Ребят, качественные материалы не видели? В Макдональдсе посмотри. Да. Террасная доска из МПК, которую я применяю у себя в доме, подходит для коммерческого использования. И можно ей отделывать террасы баров, кафе, ресторанов. Также в городе Белгород благоустройство набережной выполнено с применением МПК. В Сочи на набережной также применено МПК. В каких-то парках есть объекты. И также гостиницы с ресторанами. То есть можно вживую прийти, потрогать, как себя повел этот материал с течением времени. Надеюсь, МПК у меня действительно прослужит много лет. И с этими надеждами я продолжил монтаж террасной доски.
Когда я дошел до противоположных краев, обнаружил ту самую ошибку в расчетах. Думал, я правильно сложил размеры всех досок и всех зазоров, но оказалось, что где-то я запутался, и бетона залито больше, чем нужно, и даже без лаги не хватало места для крепления подступенка. Лучшее, что смог придумать, при помощи большой болгарки и алмазного диска спиливал несколько сантиметров бетона. Это оказалось не так страшно, алмазный диск проходил сквозь бетон и гранитный щебень практически как через масло. Пропиленную часть отбивал молотком, а там, где было не подобраться болгаркой, дорабатывал перфоратором с насадкой типа как для отбойного молотка. На короткой части все прошло быстро, но то же самое меня ждало с 6-метровой стороны. Для начала отпилил концы лак так, чтобы к ним можно было закрепить ступеньку, и пошел пилить 6 метров бетона. Как говорил Анатолий Попанов, Без шума и пыли по вновь утвержденному плану. шума и пыли у меня было в прямом смысле завались, но авантюра закончилась успехом, во многом благодаря воздуходувке. Пропиливать было легко, а вот убрать последствия по-другому даже не представляю как. Благо все получилось, и следующим действием стало совмещение двух ступеней под 45 градусов. В моем случае, если быть точным, получилось 47 градусов, и даже так можно было сделать при помощи торцовки. Но торцовка у меня была маленькая, ее не хватило, чтобы пропилить ступень, поэтому размечал, где необходимо пропилить, и пилил просто с рук циркуляркой. Вышло очень даже ровно, и в этом месте тоже надо было не забыть расположить ступени с зазором. Прикручивал теми же саморезами для клеймеров мебельные усиленные уголки 20 на 20 к торцу лаги. У нее как раз посередине предусмотрен паз, в который можно удобно вкрутить саморез. Устанавливал ступеньку на положенное ей место и слегка по диагонали, по-другому было не подобраться, фиксировал саморезом ступень к уголку. Впоследствии выработал другую тактику. Прикладывал ступень на прикрученные к лагам уголки, острым предметом отмечал отверстия с другой стороны ступени, откручивал уголки от лаг и перекручивал на ступень. Так получается чуть дольше, но зато потом удобно под прямым углом фиксировать конец ступени к лаге. На практике крепеж получается надежным, так как и с другой стороны ступень зафиксирована в клеймерах. Для максимальной красоты торцы необходимо было закрыть подступенком. Для этого существует отдельный элемент в виде полнотелой доски толщиной 1 см. У подступенка возможны разные варианты обработки поверхности, но мне больше понравилась глянцевая необработанная поверхность. Понимал, что она может царапаться, но мне так больше нравился внешний вид. Плюс на подступенок не так часто оказывается какое-то воздействие. В случае, если необходимо сместить акцент на практичность, то можно выбрать обработанную поверхность. Крепил подступенки я длинными кровельными саморезами в торец к лаге. Буквально нескольких точек крепления в моем случае оказалось достаточно, а в местах у отмостки подступенок встал в распор и в принципе обошелся без крепления. По случаю появления такой красоты у дома даже кот пришел с подарком. Добытчик принес добычу. Не зря еду кушает. Че ты ее бросил? Она убежит, смотри, она убежит сейчас, кот. Доделывай работы давай, че бросил ее? Итоговая смета на всю эту красоту получилась вот такая. Не буду давать оценочного суждения, много это или мало, напишите свое мнение в комментариях, как вы считаете, дорого это или недорого. Добавлю, что именно доска МПК от Роскомпозита выходит примерно 3500 за 1 квадратный метр. Если брать только доску без лак, ступеней и подступенков, то будет чуть ли не в половину дешевле, чем получилось у меня, и есть вариант чуть пожертвовать внешним видом и собрать ступени при помощи обычной доски, а закрыть стык, например, просто уголком. Когда в приоритете удобства работы внешний вид, есть возможность по чертежам заказать прям практически готовый комплект для монтажа, и так можно сэкономить за счет того, что не будет переплаты за обрезки материала. Единственное, только считать надо не как я, а нормально. Провел небольшие краш-тесты, и, конечно же, у материала не было шансов против топора. Но то, с каким усилием надо было долбить и как долго оно сопротивлялось, меня удовлетворило.
По огнестойкости, если держать горелку недолго, то можно подумать, что материал вообще не поддерживает горение, но если оставить горелку на подольше, то потом с убранной горелкой пламя все еще некоторое время присутствует. Но тут справедливости ради все должно познаваться в сравнении. Если сравнивать с деревом или ДПК, то МПК на голову лучше в плане сопротивления возгоранию. У МПК есть разные варианты и текстуры, и цвета, это может быть террасная доска, может быть планкен и заборная доска. Оставлю ссылку в описании для справочной информации, можно подробнее посмотреть, что это за материал и где еще может применяться. Есть у меня отличительная особенность, что я не всегда все доделываю до конца и что-то переезжает потом на следующие этапы работ. Но вот такова она реальная жизнь, а не какая-то рафинированная картинка. И стараюсь все показывать именно таким, каким оно будет в жизни, если вы столкнетесь с теми же работами, которые делаю я. В реальном мире все пошло не по плану, и терраса на самом деле изначально должна была быть чуть ли не на метр длиннее, но я допустил ошибку при расчетах материала, поэтому пришлось на ходу перекраивать конфигурацию. Должна была терраса начинаться где-то здесь, должно было быть 2 ступеньки, и верх должен был быть вместе с чистовым полом. Но получилось то, что получилось. И на самом деле от этого только одни плюсы, потому что здесь теперь 1 ступенька, а не 2, здесь гораздо удобнее заходить. Сделаешь 1 шаг, и 2 ты уже в доме. Плюс из-за разности уровня здесь какой-то мусор остается под ногами, и все. Делаешь 2 шага, ты в доме. Очень удобно. Все равно здесь нужно было бы делать шаг, если бы даже в уровень было, потому что оно бы заканчивалось здесь, и шаг здесь все равно должен был бы быть. Неоднократно спрашивали у меня, доволен ли я тем, что у меня низкий цоколь. Да, это офигенно. Я жил в домах, где высокое крыльцо, где нужно вот это вот по ступенькам постоянно заниматься спортом. Да, спорт — это жизнь, но я пожил с низким цоколем, пожил вот с этими вот крыльцами на 1,5 метра, которые нужно подниматься. А так гораздо удобнее. Делаешь вот раз шаг, и 2 ты уже в доме. Это идеально. Ниже в наших краях делать не вариант, потому что уже тогда будет заметать снегом выход. Из-за изменения конфигурации получилась высоко водосточка, потому что она рассчитывалась под другую проектную отметку, но вообще не проблема ее опустить. У меня есть еще трубы остались, поэтому заменю просто трубу и вообще без проблем сделаю водосточку ниже. Вот эта ступенька здесь просто лежит, а этот узел не доделан. Я им буду заниматься тогда, когда буду доделывать цоколь. И из-за того, что я и считать не умею, и руки у меня не из того места, здесь не получилось сделать ровную плоскость, не спилить было бетон ровно под прямым углом. Поэтому здесь совмещение подступенков, вот такая вот художественная самодеятельность, но она легко закроется просто уголочком, приклеенным на герметик. Я специально не снимаю видео в день монтажа, а спустя несколько недель эксплуатации, и в таком виде, в котором она есть. Я ее не мыл специально перед съемкой, чтобы показать, как она будет выглядеть обычно под открытым небом. С другой стороны, все выглядит более чистым, более приятным, прям вообще кайфовым, потому что здесь есть козырек, и сюда практически никогда не попадает дождь, только в какие-то сильнейшие косые ливни. Еще один плюс из-за уменьшения размера, то что вся терраса теперь осталась под козырьком. Нету выноса, под которому бы мочили дожди все время. Несмотря на то, что у материала около нулевое водопоглощение, все равно как-то поприятнее, когда здесь нету луж и всего такого. Дверь на террасе, как я называю, она используется по праздникам. Основной вход в дом находится там. И сейчас здесь мне иногда приходится подниматься на ступеньку. Но когда уберется вот эта деревянная халупа, то проход будет более свободный, лишний раз наступать мне не придется. И огромнейший плюс из-за уменьшения размеров террасы, то, что удалось сделать крыльцо, потому что изначально я планировал его в силу недостаточного количества ресурсов оставить на весну. Но из-за уменьшения конфигурации террасы хватило материала на то, чтобы сделать крыльцо. Здесь также буквально 1 шаг, и ты на крыльце, и 2 шаг ты уже в доме. Осталось только положить преддверный коврик. На террасе основную часть доски использовал с 3D тиснением, такой текстурой под дерево, более красивой. На крыльце более практичную использовал фактуру Velvet Brush. Заезд получился не очень красивый, потому что не распланировал я грамотно работы в силу отсутствия опыта изначально. Лучше, конечно, тут вынимать плодородку, стелить геотекстиль, песочек и выкладывать это все плиткой, потому что из бетона получается вот так. Можно было бы сделать лучше, если бы это изначально было бы огороженная какая-то территория в одну заливку, чтобы все было гладко, четко и красиво, как, например, вот изначальная
часть слева, она хоть какие-то границы имела очерченные, было более приятно. Сейчас здесь вот не пойми, что происходит. Но самое главное, что свою функцию парковать две машины он выполняет. И без проблем сюда заезжает большой груз в виде даже того же миксера с бетоном. Прямо у заезда можно еще и грибов насобирать. Это, походу, белый, что ли. Подпорная стенка также выполняет свою функцию. Сгнить она, конечно же, сгниет, но через какое-то количество лет, так как она обработана отработкой, и гнить она будет здесь долго. По-хорошему, конечно, лучшим решением являются габионы. Это такие сетка, наполненная щебнем тем же, только более крупной фракции. И лучше делать габионы, чем какую-то заливку подпорной стенки, что это на самом деле не так-то просто именно опалубку здесь собрать из трубы. В планах, конечно же, переделать все это безобразие, чтобы тут появился и забор, и откатные ворота, и навес, и хозблок. И планов просто громадье, осталось только заработать на все это денег. Один из нюансов, с которым столкнулся при проведении работ, камень от бетона под ногами поцарапал доску. Поэтому монтаж финишного покрытия надо вести аккуратно и желательно укрывать его пленкой при других работах. 3D-теснение выглядит красиво, если все же случились царапины, их может помочь убрать строительный фен. Но вельвет, конечно, в этом плане практичнее. В случае с вельветом ничего трагичного не происходит, потому что если даже будут какие-то царапины, можно просто взять кар-щетку, вот так вот со стороны в сторону потереть, и все, царапин видно не будет. Читал ваши комментарии по поводу того, что многие отказываются от такой доски, потому что она очень сильно нагревается на солнце. И на самом деле, да, под прямыми солнечными лучами она нагревается сильнее, чем дерево. У меня есть деревянные покрашенные бруски, и в какую-то погоду, типа там в плюс 20, она имеет абсолютно одинаковую температуру. Вот это вот покрашенное дерево трогаешь террасную доску, она одинаковая по температуре. Но когда плюс 30 на улице и прямые солнечные лучи, да, держать на ней руку становится прям неприятно. То есть не обжигает, но держишь руку, ее хочется убрать. В обуви ничего критичного не происходит, даже просто в носках можно по ней гулять без проблем. То есть нет такого, что там находишься, не знаю, как в аду. Но иметь в виду то, что она нагревается сильнее, чем деревянная, стоит. Надо поэтому учитывать тепловые зазоры и лучше монтаж вести в теплое время. При монтаже в холодное время нужно просто учесть зазор, чтобы он был чуть побольше. У меня уже практически поселился на участке кот, и кот на террасе лежит, и как бы они с друг с другом хорошо взаимодействуют. Что произойдет, если по ней будет бегать собака с когтями, вот это вот вопрос. У меня заходит также сюда соседский пес. Когда пройдет побольше времени и посмотрим, чтобы он побегал по террасе, я посмотрю, что с ней случится, расскажу потом более подробно. В целом доска хорошо сопротивляется механическим воздействиям, в отличие от ДПК, которая там просто в крошку рассыпается от любого какого-то прикосновения. Там барышня в каблуках пройдет, все, там будут дырки в этом ДПК, особенно в дешевом. МПК все-таки превосходит по своим физическим характеристикам. И на него там можно даже уронить что-нибудь вообще без проблем, ничего с доской не случится. Самые главные плюсы МПК, которые вижу я, и почему вообще выбрал именно этот материал, это, во-первых, внешний вид, во-вторых, стойкость к атмосферным воздействиям и долговечность использования. Потому что пересмотрел я практически весь YouTube про эти деревянные террасы, не только русский, потому что у нас на самом деле что-то как-то мало видео на эту тему. Смотрел американский ютубчик, там очень много именно террас из дерева делается. И, на мой взгляд, некрасиво. Есть вот, например, там отзыв человека, он ходит, рассказывает, как у него офигительно выглядит терраса из лиственницы спустя 2 года. Но почему-то, на мой взгляд, это кажется некрасивым. Вот, не знаю, мне не нравится. Если кому-то нравится, вот им вот хочется вот это, то да, пожалуйста, я не против, никого ни к чему не призываю, не склоняю в ту или иную сторону. Просто рассказываю свой опыт эксплуатации. На мой взгляд, МПК в этом плане гораздо выигрышнее с точки зрения просто визуальной составляющей и то, что с ним будет с течением времени, потому что материал должен быть именно... Фишка в том, чтобы он сохранил свой вот этот классный внешний вид на протяжении нескольких десятилетий. Потому что, вот, например, покрашенная терраса из лиственницы спустя 10 лет стала выглядеть вот так. Это дом знакомых у друга. И есть рекомендация лиственницу не красить, потому что вот иначе она будет выглядеть вот так. И стала она такой не через 9 лет и 364 дня, а на 10-й год она вдруг вот так вот превратилась. То есть она стала выглядеть некрасиво гораздо раньше. И существует рекомендация делать, если из лиственницы, то не вельвет, текстуру не с полосками, а чтобы она была гладкая, и обрабатывать ее террасным маслом, каким-нибудь ни хрена не дешевым.
потому что покраска это не то, придется переобрабатывать, а потом это перешлифовывать. Никто так обычно не делает и живут потом вот так. При строительстве дома я старался руководствоваться правилом тем, что вот есть у нас нормативный срок службы дома в 50 лет. И когда я что-то делаю, я спрашиваю себя, а прослужит ли это 50 лет? И в большинстве случаев был вопрос, ответ точнее, не прослужит, надо делать по-другому, надо делать вот так. Не везде у меня это получилось, да, есть решения, которые 50 лет не прослужат, но по большей части все-таки это будет правда, и вот посмотрим с течением времени, как себя поведет терраса из МПК. Опять же, материал новый, все привыкли к этому вот ДПК, который рассыпается, потому что все самое дешевое покупают, опять же, есть разные производители с разным качеством. Есть там доска условно там за 1 рубль, а есть за 5 рублей. Все покупают дешевое, а потом удивляются, почему оно рассыпалось. Опять же, в нашем мире есть правило, что хорошее и дешевое, как правило, это вещи несовместимые. И на самом деле я только рад уменьшению террасы, потому что терраса у меня в первую очередь используется просто как крыльцо, и во вторую это некий декоративный элемент, который улучшает визуальную составляющую. Есть люди, кто там ставит обеденные столы, кучу стульев, кто собирается большими компаниями и тусит таким вот образом на улице. Я пожил в доме, у меня как бы протокол использования дома, он немножко другой. Мы собираемся с друзьями, как правило, в гостиной. Это вот диванчик, там музычка, столик, все такое. В теплое время открывается дверка, и там можно как-то выйти, повзаимодействовать с улицей, и при этом ты дома с удобствами. То есть ты, не знаю, пенсионерский клуб у нас какой-то. Терраса не использовалась бы по своему прямому назначению именно со столом и стульями. Тут появится маленький столик и стульчик, еще чтобы мы там с женой могли там посидеть иногда, покайфовать. Потому что сейчас вот темнеет уже, и там в ночное небо повтыкать очень прям посозерцать бесконечное, вечное, приятно. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Все же в первую очередь у меня терраса выполняет роль именно крыльца, и кайфово, когда крыльцо большое. Пойду доделать все недоделанное. В этом году у нас классная осень, которая сильно отодвинула конец строительного сезона и добавила мне времени для того, чтобы заниматься доделыванием внешнего вида дома. Огромное спасибо, что смотрите, и хватит болтать, пойду дальше работать. До встречи в следующем видео.